Эй, очнись! Слышишь меня? Женщина попыталась открыть глаза. Не с первой попытки, но получилось. В нос ударил едкий запах чего-то прокисшего. Сквозь туман она разглядела какие-то смутные силуэты. «О, смотри-ка, живая! Как зовут тебя? Слышь? Алло!» Силуэты постепенно превращались в людей, которые столпились вокруг нее. Я не помню, не знаю. Полная женщина, у которой на голове был повязан ярко-красный платок, сказала: «Ну вот, еще один в нашем полку. Добро пожаловать, бедолага!» Кто-то подал ей бутылку с водой. «На, попей. Сейчас имечко тебе придумаем». Женщина, которая, судя по всему, была здесь за главную, громко провозгласила: «А что тут думать? Галки у нас нет. К тому же, так мою мамку звали». Примерно через час Галина окончательно пришла в себя. Ее посадили поближе к костру, дали кусок колбасы и железную кружку с чаем. Все та же громогласная женщина, которую звали Марина, промыла ей рану на голове. «Ну, ничего особо страшного нет. Кровушки, конечно, потеряла, заживать будет долго, но кости целы, а это главное. Интересно, кто это тебя так приложил?» «Да молчи, молчи, понимаю, что не помнишь». После еды Галю стало клонить в сон. «А ты поспи, не стесняйся, окрепнешь быстрее, тогда и познакомишься со всеми». К вечеру народу в большом подвале прибавилось. Люди поглядывали на Галю с интересом, но она ничего не вспомнила, отрицательно качнула головой. Потом посмотрела на Марину. «А это когда-нибудь пройдет?» Женщина пожала плечами. «Тут не угадать. У кого-то проходит, у кого-то нет. Лечиться надо. Только таких с улицы на лечение не берут». «А как же мне теперь?» «А как остальные живут? К тому же, ты ведь не знаешь, как раньше жила. Может, так и жила. Да и не плачь ты. Васька наш память уже лет 10 как потерял. И ничего, новых воспоминаний накопил, и ты накопишь». Какой-то пожилой мужчина протянул ей конфету. «Не плачь, все образуется». Галина потихоньку восстанавливалась, помогала готовить на всех ужины. Каждый день оставался кто-то один, чтобы хозяйничать, а все остальные уходили на промысел. В этой так называемой бригаде бомжей были даже свои порядки. Был свой общак, продукты и деньги. Немного, конечно, но на всякий экстренный случай хватило бы. Галя, оставшись как-то на пару с Мариной, спросила: «А какие-то экстренные случаи, они уже бывали?» Та махнула рукой. «Ой, да полно. Ну вот, например, примерно 3 месяца назад попал к нам мальчонка. Ну как мальчонка? 15 лет уже. Сначала прятался, потом подошел. Оказалось, сбежал от побоев отчима, а мать ничему верить не хотела. Отец у него был, только жил далеко, деньги слал, а вот общаться мать им не давала. Говорила, что у парня замечательное отношение с отчимом и что он давно зовет его папой. Но, видимо, отец и не захотел мешать, тем более, что инициатором развода был он. Так вот, паренек и решил сбежать к отцу, рассказать ему все. Пытался на поезде уехать, но оба раза приходилось убегать, потому что его грозили сдать в полицию. Денег на билет не было. Подумали мы, подумали, да и решили помочь ему. Тем более, парень-то хороший был, не озлобленный. Подошли на вокзале к мужику, который ехал в том же направлении. Дали ему денег, объяснили ситуацию. Он купил 2 билета себе и мальчишке и был при нем как сопровождающий. Очень надеемся,
что сейчас хорошо все у Петьки. Галя улыбнулась. Надо же, какие вы молодцы! У самих нет денег, а такое дело совершили. Марина строго посмотрела на нее. То, что мы живем на улице, не значит, что мы людьми быть перестали. Здесь у каждого своя история, и не всегда она веселая. Галя часто думала над этой историей, не понимала, как люди, которые оказались на улице, смогли не зачерстветь, не возненавидеть весь мир. Иногда вечером, когда все уже спали, выходила на улицу, долго смотрела на звезды и думала, кто она, откуда. В полицию идти боялась. Если кто-то хотел, не дай бог ее убить, то где гарантия, что не попытается еще раз? Решила, что пока поживет здесь, может быть, что-то вспомнится. Однажды, когда ее уже оставляли на хозяйках одну, Галя решила прибраться, постирать. И так у нее дело разошлось, что вообще о времени забыла. Пела уверенно, что ее никто не слышит, и работала. Где-то между очередным припевом и куплетом услышала покашливание, вздрогнула, резко замолчала и повернулась. В подвале она была не одна. На ступеньках стоял пожилой мужчина. Он был одет в черное длинное, на голове странная шапочка. «Простите, милая девушка, ради бога, извините, проходил мимо и услышал, как вы поете. Просто не смог пройти мимо». Оказалось, мужчина этот служитель в церкви и занимается церковным хором. Он расспросил Галину о том, кто она и откуда. Покачал головой. «Не место такому голосу на улице, не место. Вы приходите к нам в хор, и где жить мы вам тоже найдем, а там с Божьей помощью, может, и вспомните все». «Да вы что, я не могу, не сумею, и потом, как же я так поступлю-то с людьми, которые приютили меня, помогли мне?» «Я знаю этих людей, мы часто общаемся. Маринка, главное здесь. Судьба у нее нелегкая, не приведи Бог такую судьбу никому. Она поймет и даже, думаю, поддержит ваше решение. В любом случае, подумайте, Марина знает, где мы находимся». Галя молчала до самого вечера, а потом рассказала все Марине. Та лишь улыбнулась. «Ну вот, знала, что тебе здесь не место. Погибнешь. Нежная ты очень, неприспособленная. Ты иди и даже не думай ни о чем». Галя уже 3 месяца пела в хоре. Люди подобрались тихие и добрые. Каждый старался чем-то помочь ей. Галина с готовностью шла навстречу и в свою очередь старалась оказывать посильную помощь. Отец Савелий, а именно он заходил тогда в подвал, с грустью сказал: «Вам бы, Галина, на большую сцену. Я такого глубокого голоса, такой чистоты слуха давненько не слыхал. Может, пора выходить из тени?» Шрам на голове Галины начал стучать и вибрировать, и она сразу отрицательно качала головой. «Нет, мне очень хорошо у вас. Я же не прячусь. А если бы была кому-то нужна, меня бы искали. Мы же с вами узнавали. Не ищут никого, даже похожего на меня». Отец Савелий грустно кивнул. Узнавал он. По всему выходит, Галина сирота. Вот и не ищет ее никто. Может, и права девушка. Зачем от добра добро искать? Тем более, что их прихожанин, занимающий не последнее место в этом городе, обещал помочь получить документы. Вечером отец Савелий подошел к ней. «Галина, завтра крестины у нас». Она вопросительно посмотрела на наставника, тот вздохнул. Да, и до церкви докатились отголоски внешнего мира. Отец девочки, которую будут крестить, очень состоятельный человек. Он в последнее время много жертвует для церкви, помогая стройматериалами,
одеждой, едой. Горе в его семье. Жена погибла, оставив его и малютку. Совсем недавно он приехал в наш город, может, с полгода назад, но его уже все тут знают. Хочет он, чтобы Кристины запомнились дочки. Ей уже 4 года. Нужно будет помочь с хором. Галя выдохнула. Почему-то непонятное чувство появилось, когда настоятель заговорил об этих Кристинах. Конечно, вы только скажите, что нужно делать. Я же никогда не участвовала в таком. Ночью Галя плохо спала. Разболелся шрам, да так, что глаз было не сомкнуть. Она еще подумала, что, наверное, погода сменится. Обычно перед сменой погоды он ныл. Правда, сегодня не просто ныл, а болел. Нестерпимо болел. Не к месту вспомнился рассказ отца Савелия о Марине. Оказывается, женщина провела не 1 год в тюрьме, куда попала за то, что убила собственного мужа. Правда, все было немного не так, как могло бы показаться со стороны. Муж пил, бил ее, мог руку и на дочь поднять. Правда, был из состоятельной семьи, а Марина – никто, девчонка-сирота. Однажды, когда у мужа совсем съехала крыша, он кинулся с ножом на их 8-летнюю дочь, а Марина просто достала его табуреткой, очень удачно достала. Родственники мужа сделали все, чтобы посадить ее, но обидно не это. Когда Марина вернулась, родная дочь отвернулась от нее и просила не приближаться к ней. Вот после этого Марина и ушла на улицу. Галя открыла глаза, вскочила. Ой, чуть не проспала, задремала уже под утро. Она со своего места увидела мужчину и сопровождающую его даму. Мужчина был примерно лет 35-37, а женщина возраста Гали, то есть до 30 точно. Если он излучал какую-то спокойную уверенность, то женщина нервничала и презрительно кривила губы, смотрела на всех свысока. Почему-то, когда Галя смотрела на нее, у нее сжималось сердце, будто от страха, и не за себя, а как будто эта женщина просто опасна всем. Она еле выровняла сбившееся дыхание, и они запели. Как только Галя начала, мужчина резко повернулся к хору, его спутница тоже. Странно, но Галя все еще не видела девочку, которую должны крестить. На секунду глаза мужчины и Галины встретились, и он покачнулся. Потом недоуменно посмотрел на свою спутницу и бросился к хору. «Оксана!» Отец Савелий махнул рукой. Мужчина встал напротив Гали. Она была бледна, чувствовала, что от боли в шраме скоро потеряет сознание. «Оксана, Оксаночка! Что же ты, Оксана? Я же тебя похоронил! Как это? Ты не узнаешь меня?» Отец Савелий вклинился между ними. «Остановитесь! Не видите, ей плохо!» Мужчина взревел. «А мне хорошо? Я полгода назад похоронил жену вместе с куском своего сердца, а она стоит тут, поет. Объяснит мне кто-нибудь, что все это значит?» Галина рухнула на пол. К ней кинулись, приподняли голову. Отец Савелий рассказал. Она была найдена у железнодорожных путей с проломленной головой. Это сделал человек. Она не сама упала и не попала в аварию. Если бы не местные бомжи, шансов у нее бы не было. Она ничего не помнит, даже имени своего. «Но моя жена погибла в аварии. Рядом с ней была ее подруга. Вот, Валя. Она выжила, а жена, которая была за рулем, нет». Мужчина обернулся, но его спутницы и след простыл. Кто-то сказал, что она бегом покинула церковь и тут же уехала.
Мужчина растерянно смотрел на отца Савелия, а тот грустно вздохнул. Жизнь очень жестокая для тех, чье место кому-то приглянулось. Вы видели тело своей жены? Он отрицательно покачал головой. Там пожар был, машина сгорела. Галина медленно приходила в себя. В голове стоял звон, будто все колокола поместили в ее черепную коробку. Сознание никак не хотело становиться ясным. И тут она услышала: «Мама! Мамочка!» Галя дернулась, как от разряда тока, резко села. К ней через всю церковь бежала девочка. Маленькая девочка в белом платье с кудряшками вокруг лица. Она плакала, и поэтому у нее никак не получалось передвигаться быстро. Кто-то подхватил ее на руки и в 4 шага донес до Гали. «Мама!» Галя обхватила ее руками. «Оля! Оленька!» Потом подняла глаза на мужчину, ее взгляд как будто просыпался. «Максим!» Он кинулся к ним, упал на колени, обхватил обеих руками. «Господи, спасибо!» Подругу Оксаны Галины задержали в аэропорту. На суде она кричала: «Ты должна была сдохнуть! Ты, а потом твоя маленькая дрянь!» Оксана разыскала дочь Марины. Они долго разговаривали, и оказалось, что родственники мужа рассказали девочке совсем другую версию произошедшего. Когда они все выяснили, девушка захотела тут же поехать к матери. Оксана никогда не видела, чтобы Марина плакала, а успокоить ее все не получалось. Марина пыталась целовать руки Оксане, а та даже неловко себя чувствовала. А когда все немного успокоились, в подвал вошел молоденький парень в сопровождении мужчины. Как оказалось, это был тот самый Петя. Они с папой приехали сказать бродягам спасибо и привезли кучу нужных вещей. А петь в церковном хоре Оксана продолжила. Теперь у нее было и имя, и фамилия, и семья. Но часто ее называли Галя, а она с улыбкой откликалась. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.